Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, это очередное видео для победителей DV 2022 из России. Нет, вы не думайте, что за другими новостями мы просто не следим. Дело в том, что фискальный год начался только месяц назад, и никаких глобальных новостей, статистики и всего остального пока просто быть не может. Есть, можно сказать, единичные случаи назначения интервью по разным странам и несколько успешно пройденных интервью как минимум в Турции, но никакой статистики, на которую можно было бы полагаться, еще нет. Как только будет больше данных, мы обязательно сообщим. А пока делимся теми новостями, что есть. И для России их много, потому что правительство США официально перенесло иммиграционное интервью из Москвы в Варшаву. А после таких действий, естественно, вопросов поначалу появляются больше, чем ответов. И вот ответы на некоторые из вопросов постепенно появляются, которыми мы и делимся с вами. Итак, на сайте посольства США в Польше появился раздел «Заявители на миграционную визу из России». В нем содержится краткая информация о причинах переноса интервью из Москвы в Варшаву, контактный адрес для связи в случае необходимости, разъяснения на тему того, что делать, если вы еще не получили уведомления о назначении собеседования и так далее. Есть там и инструкция для проверки статуса своего кейса и информация о том, что если вы должны были проходить собеседование в Москве, то ваше дело будет передано в посольство США в Варшаве автоматически. Это значит, что никаких действий предпринимать для этого нет необходимости. А кроме этого, есть и ответы на другие часто задаваемые вопросы, о которых мы поговорим сейчас подробнее. Как вы все наверняка знали, для поездки в Польшу вам понадобится виза. Подойдет любая шенгенская виза, а также польские национальные, рабочие и другие визы, которые вы сможете открыть. Дату собеседования вам сообщат заранее, за 1-2 месяца до даты интервью, поэтому подготовиться время у вас будет. Все документы, естественно, должны быть собраны в соответствии с требованиями, так как любые отсутствующие или просроченные справки и документы могут привести к задержке обработки вашего дела или к отказу по вашему заявлению. И еще один очень важный вопрос, который даже у нас в комментариях задавали не один десяток раз. Где в таком случае проходить медосмотр, в России или в Польше? И в разделе «Заявителей на миграционную визу из России» есть ответы на этот вопрос. Медосмотр можно пройти и в Варшаве, и в Москве, по вашему желанию. А от себя добавлю, все эти правила, требования и разъяснения действуют до того момента, как к ним будут внесены дополнения и изменения, а потому периодически рекомендую следить за ситуацией и самостоятельно. Вдруг что изменится? Ссылку на сайт посольства США и на раздел для заявителей из России я, как всегда, оставлю в описании под видео. Открывайте, читайте внимательно, и если возникают какие-то вопросы, связывайтесь по контактным адресам посольства США, которые есть в этом разделе. В ближайшее время мы обязательно дополним информацию, ответив и на другие самые волнующие и важные вопросы. Так что обязательно напишите нам их в комментариях, чтобы дело двигалось быстрее. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.